Добрый день, дорогие друзья! С вами в студии мы, Алена Маслова, и наш сегодняшний гость Валентин. И мы продолжаем серию интервью в рамках исследования и устных историй о практиках адаптации переселенцев из русскоязычной среды, возможно, граждан РФ, возможно, людей, которые относятся к русскоязычному комьюнити каким-то образом на территории Кыргызстана. И сегодня поговорим с Валентином и узнаем о том, какая его индивидуальная история и что мы можем из нее почерпнуть. Скажите, пожалуйста, немного о себе, Валентин. Добрый день. Здравствуйте, приятно встретиться. Меня зовут Валентин. Я, в принципе, фотограф, но занимаюсь очень большой сферой около фотографии. То есть я преподаю, я делаю выставки, я занимался фоторедактурой долгое время, около 5 лет. Вот, как-то так. Очень интересно. Вы сказали о том, что не только фотографией, но и смежными областями. Расскажите немножко и об этом. Так, а о чем? Ну, допустим, приведите пример одного-двух проектов, которые были и фотографией, но не только. Ну, смежные как раз-таки в плане то, что навыки смежные. То есть преподавание — это преподавание фотографии. Здорово. Что там еще я перечислил, например? Выставки. Ну, выставки, собственно, это уже ивент, такая практически индустрия. Там и пиар какой-то задействован периодически, всякое такое. То есть очень много разных вещей может быть просто интегрировано внутрь одной сферы, когда нужно чуть-чуть выйти наружу, а потом обратно возвращаться. И чуть-чуть наружу, снова обратно. Говоря об адаптации, знали ли вы что-то о Кыргызстане и о Центральной Азии наверняка, когда только сюда собирались? Я жил в детстве здесь 4 года. До 2009-го, прямо перед революцией, мы вернулись в Россию с родителями. Здесь папа работал. Вот. Я уже достаточно прекрасно знал, что такое Бишкек. И много где был по Кыргызстану. В Казахстане тогда еще не был, но вот какое-то представление о Центральной Азии у меня было. То есть я здесь и в школе учился, и, в принципе, жил. Интересно, когда приехали сюда, вот какое, наверное, первое отличие и самое яркое отличие, ну или несколько отличий, вы бы могли отметить? Отличие Бишкека из прошлого и настоящего или Москвы и Бишкека? Давайте рассмотрим два вопроса, это очень интересно. Давайте рассмотрим для начала Россия, Кыргызстан. Россия, Кыргызстан. Ну, я мало был по России, на самом деле. Я в основном был только Москва, Питер, Сочи, Кострома. Неожиданно Кострома. Кострома, да. Ну, мне там просто родственники давно жили. Ну, в плане предыдущего поколения. Ох. Мне нужно подумать. Я на самом деле об этом не особо думал. Получается, Москва супер большая. Туда как-то не очень возможно, не то чтобы пройти из одной части города в другую, хотя в Бишкеке, в принципе, это можно. Но вот, например, на велосипеде проехать из одной части в другую возможно. А вот если по Москве, то я видел рилсы, где люди шли из одного конца метро в другой, и там было типа десятки тысяч шагов. Да? Сотни тысяч шагов. Да, это что-то слишком гигантское, чтобы это осознать. Интересно. Что касается второго вопроса, Бишкек тогда и Бишкек сейчас? Вначале я вообще не заметил разницы. То есть как будто бы плюс-минус вот город моего детства, но потом я начал ходить по другим местам, где я, в принципе, раньше не был. Я заметил о том, что, во-первых, у меня очень маленькая была выборка. То есть мы с родителями там были на Эркиндийке. В южной части вообще не было ничего у нас. То есть он тогда, как я понимаю, вообще не особо был развит, вот это вот микрорайоны. Вот, как минимум эта часть, она как будто была скрыта под туманом. Вот. Плюс я был достаточно маленький, то есть лет 10, поэтому я был не самостоятельный, и какие-то, условно говоря, взрослые вещи вообще были недоступны. То есть, не знаю, в бар ходить. 10-летнего ребенка там вряд ли ждут. Вот. Поэтому вот такие вот
какие-то конкретно взросленческие вещи точно поменялись для меня лично. Но еще, конечно, уровень этажей стал побольше. Много где выросли большие домики. И правильно ли я понимаю, что вы общаетесь с коллегами, и вот вы жили на территории России и живете сейчас на территории Кыргызстана, что вы общаетесь с коллегами и из России, и есть коллеги из Кыргызстана? Как будто бы да. Замечаете ли вы какие-то различия, несмотря на то, что язык ведь один, но наверняка могут быть какие-то локальные шутки? Теперь понял. В принципе, балконский. Я, получается, балконский. Что еще? Ну, есть предметы, которых нет названия в России, то есть потому что их нет, в принципе, Да. условно говоря, круто. На самом деле он есть, если его поискать на маркетплейсах, я посмотрел. Я кому-то из друзей отправлял посылочку удаленно. Понятно. Ну, есть какие-то слова, но они такие уже привычные, ну, вверх-низ города. Ну, то да. есть вверх там, где горы, на юге, низ там, где север. Как будто бы должно быть наоборот. У меня, кстати, я так как преподаю, у меня было много учеников, которые, ну, почти все, которые путают север и юг. То есть запад и восток вообще нет, а север-юг именно из-за вот этого вот верха-низа постоянно. Очень интересно. Мне вспомнилось, что удивительно, когда мы назначаем встречу, например, в русском пространстве, например, в Москве, мы, конечно, называем номер дома и улицу. Да. А здесь Пересечение. пересечение. Ну, это, кстати, у меня редко. То есть я вот недавно, вчера, по-моему, буквально, такой, мне нужно где-то на Баканбаева встретиться, и еще бы прикольно на Советской. Кстати, старые названия улиц почему-то еще некоторые употребляются. То есть советская употребляется, а остальные в моем окружении вообще никто не говорит. Да. В общем, тогда я назвал пересечение, получается, в итоге улиц. Ну, мы договорились там. Ну да, обычно до этого как будто мы где-то в конкретном месте обычно встречались, то есть возле кафе, например. Интересно. Когда приехали сюда, легко ли было обживаться? Были ли какие-то вещи, которые показали, что, ну, в общем, требуют каких-то специальных усилий, или наоборот, все прошло очень гладко и естественно? Когда я приехал, я жил месяца полтора в хостеле, чтобы найти жилье, там подготовить документы, еще что-то, вот так обосноваться, посмотреть, что в принципе нужно, можно и так далее. Ну и за это время, в принципе, все очень гладко прошло. Не помню вообще каких-то проблем, но много из того, что нужно было сделать, делал не я. То есть я нашел в хостеле еще ребят. Вместе с ними мы открыли. Мы сняли дом, который впоследствии стал коливингом. То есть там жило человек 200 за все это время. Может, больше. Если учитывать еще временных, которые гости, то вообще там больше 1000, мне кажется. Вот. И поэтому, например, дом искали ребята. Ну, собственно, регистрацию за меня они не сделали, ты сделал ее сам. Вот. Ну да, интересно. Каких-то сильных проблем особо и не было. Поняла. А что касается поиска работы, вот ребята часто отмечают, что те, кто работает по удаленке, в принципе, конечно, вообще никак не поменялась у них жизнь, потому что, ну, они работали, потом максимум, что они сделали, это перевелись в какой-то иностранный департамент этой же компании и, в общем-то, продолжали себе работать и не думать о том, что нужно поменять либо профессию, либо компанию. А вот как обстоят дела в нише фотографий? Когда я только приехал, то понял, что расценки здесь сильно ниже за час, чем в Москве. Настолько ниже, что были у меня там лет 5 назад. И при этом я тогда только начинающим был. Я подумал о том, что как-то не хочется заниматься за маленькие деньги. Я подумал о том, что хочу чем-то новым заняться, чем я не занимался. Как раз таки преподавание. Я до этого там полгода буквально преподавал, может, год. И в итоге я просто проходил мимо компас-колледжа, посмотрел, здание красивое. Это было буквально в первый день. Я такой, ну, сюда напишу, когда соберусь. Собрался, написал, правда, на имейлы редко кто отвечает, но я там нашел контакт прямой.
Вот. И напрямую написал директору, и меня взяли. Вот как-то так. Очень интересно. Многие отмечают, что когда был массовый приезд на территорию Центральной Азии, люди, бывало, жили даже в таких местах, как, ну, например, кинотеатры. Вот. Когда вы жили в хостеле, сформировалось ли какое-то комьюнити вокруг? Да, ну, я так подозреваю, что было много людей, которые приехали, и вот хостел был населен, вот так же, как я сейчас упомянула, вот, да, кинотеатры. Были ли какие-то практики, которые помогали сплотиться и как-то вот жить, то есть как-то обустраивали ли ваше общежитие человеческое? Можете описать? Тут прям даже несколько вопросов. Ну, Да. во-первых, была достаточно плотная загрузка хостела. Когда я приехал до мобилизации, поэтому у нас была в теории не такая волна, как с кинотеатрами и так далее. Хотя, когда вот в сентябре у нас как раз-таки уже в Каливинге жило достаточно много людей, вот пачками там, по 10 человек на пару дней, чтобы там найти какое-то место, потом еще 10, потом еще. Вот. А конкретно в хостеле, получается, это было Лоло Фрилендер, и они организовывали плов-пати. То есть там было бесплатный плов, какие-то выступления каких-то людей и нетворкинг. Собственно, там я много с кем познакомился. Я не знаю, продолжаются ли они сейчас, потому что в какой-то момент они закончились, а потом я неожиданно узнал, что снова начались. Это было как-то неожиданно. Ну, в общем, вот это вот очень сильно помогло познакомиться с людьми, но еще при этом мы сами в какой-то момент организовали такие штучки, что нужно было людей в Каливинг себе, потому что кто-то из ребят уже уезжал. И нужно было найти новых жильцов. И пришла такая идея о том, чтобы поехать в тур, ну, вот, грубо говоря, вот эти вот всякие теки, интуристы и так далее. То есть взять бусик, кстати, еще одно слово, Да. Взять бусик, арендовать его и поехать куда-то в горы, ну или на озеро, на Исаку, или еще куда-то там. И у нас, получается, загрузка бусика была неполная, и мы просто среди друзей рассказывали о том, что вот мы собираемся поехать, может быть, кто-то из ваших друзей хочет тоже. И получается, что логика такая: если вы дружите с человеком, вам он нравится, значит, его друг, скорее всего, вам тоже понравится. И вот таким образом вот еще сильно мы расширили. Очень интересно. Что касается того, как вот вы заводили друзей, да, многие отмечают, что в основном общаются и в интернет-пространстве, и поэтому как бы уходит в такую внутреннюю миграцию, да, то есть те, кто приезжает вот, из русскоязычного, из российского пространства. Вы говорили о том, что завели много друзей, да, здорово. Продолжаете ли вы сейчас общение, то есть вот эта социализация, она пошла ли дальше? В какой-то момент большая часть моих знакомых уехала, поэтому потребность появилась. Я сейчас хожу на Random Coffee. Это получается бот в Телеграме, где ты нажимаешь: на этой неделе я хочу куда-нибудь сходить. И он выдает контакт рандомного человека, который также захотел куда-то сходить. И просто мы договариваемся, где встретиться. И вот общаемся. Это интересно. Это очень удобно, как минимум, потому что есть, конкретного времени и конкретного места нет, но конкретный человек уже есть, уже одна проблема решена. Да. Вот, поэтому рекомендую, если есть какие-то такие запросы, потребности. Плюс еще для работы тоже может быть удобно. Да, это очень любопытно, но поскольку у нас есть блок вопросов, касающихся еды, культуры, людей, природы, довольно разношерстные такие у нас запросы, да, к воспоминаниям наших гостей, но вот поскольку вы здесь уже не в первый раз, наверное, как взрослый, в первый, да, как-то вот переоткрыли вы для себя культуру и именно какие-то традиции кыргызские? Что-то показалось интересным? Так,
Я вообще ничего не знал про тушоки, топчаны и я забыл, как они называются. Такие, на самом деле, практически все, что связано с ремесленничеством. То есть я на что-то натыкался, но в основном это были буквально юрты, я не знаю, больше с едой и вот тем, что можно буквально найти, ну не в музее, а вот в какой-то, ну сейчас уже, наверное, в глэмпинге, но раньше на какой-нибудь экскурсии, то, что вот буквально натыкаешься. А это получается, ну, шартаки какие-нибудь. Вот чего-то такого я не замечал раньше. Интересно. Снимали ли вы уже природу? Конечно. Я снимаю... У меня где-то 2000 фотографий природы, в том числе, не только, еще город Кыргызстана. Я загружаю это в интернет. У меня есть... В общем, в фотобанке загружаю, люди могут покупать, если им нужно. Фотографии и практически всех достопримечательностей, наверное, там можно найти. С эстетической точки зрения, что наиболее привлекает вот в урбан-среде и на природе? Так, я могу ответить, что мне запомнилось больше всего в урбан-среде. То, что очень много больших пространств, каких-то открытых. То есть какой-нибудь условный Питер, он более такой узкий и продолговатый по дорогам. Вдоль дорог здания прям рядышком. А если здесь выйти на площадь Алато, то это какое-то очень большое пространство, и оно при этом как бы у него нет каких-то высоких объектов там, ну если не елка на Новый год. Да, вот. Согласна. Вот фонтанов много еще. Правда, они не особо часто работают, но вообще очень приятно, когда вода испаряется и свежесть есть. Хотелось бы чаще. Успели ли уже побывать где-нибудь в туристической, успели ли уже побывать где-нибудь на туристических объектах, может быть, ну, на Иссык-Куле, да, конечно же, может быть, в Караколе? Так, ну в Караколе я был, но недолго, на Иссык-Куле был, на Буране был, на всяких водопадах, Аламединское ущелье, это Аларча, какие там еще есть. Ну, Да, буквально стандартный набор точно весь был. Ну, довольно большой на самом деле, потому что у нас вот бывает, что адаптирующиеся бывают только, допустим, ну, в Бишкеке где-то в городские достопримечательности смотрят и на Ларчу съездили, и все на том, да. Вот. Что-нибудь расскажете по поводу культурных объектов, которые вы видели? Может быть, что-то показалось? В Бишкеке. Можно весь набор туристический, который... Ну, просто природа это немного другое. Да. Ну, Бурана, да? Да. В принципе, можно ее туда отнести. Но, в принципе, тем, кто не ездил, пусть съездят, потому что, во-первых, летом так жарко, а в горах так хорошо, что зачем себе отказывать в том, чтобы охладиться и посмотреть на приятные виды. Правда. Вот. А про культурные... Так, про культурные... Ну, есть музей Итивы, есть национальный музей, есть театры. Ну, в принципе, я побывал. Не что-то экстра, не знаю. Ну да. Хорошо. Ой, есть какое-то странное место, в котором я не был, но давно хочу. Это музей Великой Пустоты за городом. Там какой-то странный человечек свой дом открыл для других людей, и там он весь заполнен какими-то необычными штуками, типа артовыми. Да, культурные объекты, да, вот мы обсудили. Вот ваше путешествие в Бишкек, в Кыргызстан, как бы вы могли охарактеризовать это приключение в вашей жизни? Было ли это чем-то трансформирующим? О, да. Ну, в целом, да, я очень сильно изменился за это время.
Но как-то одним под предложением охарактеризовать все невозможно. Ох. Ну, я однозначно стал более открытым. Ну, собственно, вот как то, что говорят про добродушие, гостеприимство и все остальное, вот что-то это я впитал. Плюс еще какое-то... Так, сейчас вспомню, как это называется. Когда можно... Ну, в общем, раньше, когда были какие-то, условно говоря, конфликты, я их скорее спускал на тормоза. Может быть, не помню, в баре, например, к нам пристал какой-то человек. В прошлом я бы отошел, в принципе, я в первый раз так и сделал. Второй раз я отошел, а на третий раз мы уже как-то поговорили. Я сказал, можете, пожалуйста, отойти. А раньше я бы вообще куда-нибудь еще дальше ушел. Да, какие-то... Ну, это при том, это было год назад еще, может, даже больше. То есть как-то отстаивать себя стало проще. Про добродушие и гостеприимство можете привести какой-то пример, что вам откликнулось, прям, может, что-то впечаталось? Ну, это как будто даже нет чего-то конкретного, это, в принципе, вот такая вот атмосфера, ну, большего, ну, не понимания даже, а какого-то... Ну, это в воздухе витает, я даже не смогу описать это. Какого-то конкретного у меня прям в голове нет. Я согласна здесь, потому что я тоже чувствую, как переселенка, что действительно здесь люди всегда готовы прийти на помощь. Всегда, даже если это конфликт, мы тоже это обсуждали с другими гостями, он решается почему-то не на повышенных тонах. Вот я заметила, что здесь практически никто не кричит. А у нас все-таки вот в русском пространстве действительно, мне кажется, такие довольно громогласные люди. Вот. И это, в принципе, и понятно, и когда это в каком-то позитивном ключе и приятно. Вот. Но что касается конфликтов, конечно, здесь просто терпение восточное, связанное с, наверное, может быть, с традициями, с уже так многовековым устоем, оно вот поражает и приятно удивляет. Что касается возможностей и необходимости получить отсюда визу, например, и куда-то съездить. Вот именно, допустим, вы сейчас здесь, но вы хотели бы путешествовать отсюда. Есть ли какие-то, планируете ли вы, да, и есть ли какие-то бюрократические процессы, которые вы бы хотели отметить, например? За этот год я побывал в 4 странах. О, здорово. И во всех них мне не нужна была виза. Так что в этом случае я специально выбирал эти страны. То есть это была Грузия, Азербайджан, Арабские Эмираты и Турция. Но вот до этого я, получается, подавался на визу в Германию, в принципе, по работе. И мне отказали. Вот. То есть это не было технически сложно, но вот был отказ впервые в моей жизни. До этого у меня, ну, я был в каком-то количестве стран, не сильно большом, этот год исключение, но вот как-то не сложилось. Но я слышал, что тогда очень большому количеству людей из Центральной Азии, в принципе, отказывали, что был какой-то университет, не в Кыргызстане, которому там было, не знаю, 2 группы людей, которые ехали на рабочую стажировку, тоже, по-моему, в Германию. И всем, вообще всем отказали. Ну, собственно, сославшись на то, что вы собираетесь здесь остаться. Вот, есть подозрения такие. Что касается культурной жизни, вы уже упомянули, что действительно посещали театр здесь, и, в общем-то, осталось приятное впечатление. Я, на самом деле, в театре я был в театре своей подруги, ну, такой частный, и в русском театре. Я не знаю, насколько, на самом деле, здесь много театров, ну, да. только в 2 был. Так что мне сложно сказать именно вот в общем. Вот. Я сейчас вопрос, знаете, какой задам по поводу того, что
Вот удалось ли уже там почитать какую-то, допустим, культуру, да, то есть вот того же там Чингиза? Типа Айтматова? Да. Ну, у меня есть книжка, но я ее еще не читал. У меня проблемы с чтением. Ну, Я это- недавно прочитал книжку из 20 страниц. Ну, это в силу занятости я тоже... Это не просто в силу моего этого устройства головы, видимо. Понимаю, бывает. Вот. Как человек, который приехал на эту землю и здесь социализуется, часто ли вы пользуетесь какими-то историческими источниками, литературными источниками? Что я имею в виду? Помогает ли вам исследование местной культуры, да, как-то вот социализоваться? Например, читаете ли вы книги известных кыргызских писателей? Или вот вы упоминали, что вы присутствовали на постановке в театре. Может быть, есть ли какие-то традиционные произведения или произведения современной кыргызской культуры и литературы, которые оказывают влияние и, ну, например, побуждают думать о том, что вот я такой, и я сейчас в этом контексте, и рождает какие-то новые переживания. Интересный вопрос. В принципе, я еще эпос читал в детстве, но, правда, адаптированный с картинками. Он мне показался вот каким-то интересным в плане того, что он относительно запомнился среди того, что было в детское время. А сейчас я вот так шапочно чуть-чуть что-то хватаю, но конкретно вот вцепляться я ничего такого не припоминаю. Так, я забыл какие-то детали, вопросы, которые мне так понравились. Там не только про книги же было, там еще про что-то Да, там было про рефлексию, что вот я в этом контексте, да, в этой культуре, и как она на меня влияет, да, как я трансформируюсь, может быть. Да. Я был на многих выставках, на самом деле. Сейчас вот то, что последнее мне пришло в голову, это To Be Named. Она была в Дубовом парке, галерея Дубовый парк, по-моему, так называется, либо Дубовая роща. И там была выставка про имена. Мне она показалась очень интересной по теме, потому что я вообще никогда не задумывался о том, что имя, оно не просто существует, у него есть какая-то привязка. Но я помню там проект Алтын Капаловой, она делала таких игрушек, назовем игрушками, курчики, которые там держались за ручки, и это была история про женщин, которые как бы объединяются друг с другом, как бы защищают другую женщину, потому что это связано этот проект связан с именами людей, которые названы, что вот там я хочу, чтобы следующий мой ребенок был мальчиком. Вот, то есть такая поддержка. Вот в принципе факт того, что такие имена существуют, был удивительным. Мне тоже здесь есть что добавить. Я посещала здесь художественный музей, и мне бросилось в глаза то, что мы обычно воспринимаем таким вот именно русским. Вот понятно, что это советское наследие, но мы как-то называем это русскостью, наверное, представление в картинах. Например, если это портреты каких-то значимых людей. Или, например, вот эти коммунистические, советские, либо пейзажи такой очень не детальной, а наоборот, в очень такой масштабной абстракции. Да? То есть, вот, допустим, в несколько больших геометрических фигур уложенные, я имею в виду, да, или, например, это какая-то пейзажная зарисовка, но тоже мы видим отпечатки, что это, например, 50-е, 60-е годы искусства, да, то есть мы, или есть подпись, то есть мы понимаем, что это вот это время, и это так удивительно наблюдать, вот этот общий постсоветский и тогда еще советский контекст, когда ты видишь те же картины, которые, например, ты видел в Русском музее или в Третьяковской галерее, но только они с участием местного населения, они с участием местных реалий, но сама матрица, по которой созданы эти картины, так скажем, жанровая рамка, она совпадает. Вот это то, что я заметила, именно в плане культуры. Кажется, что люди в какой-то момент стали социализоваться универсально. Такое течение, особенно в последние
не в 20-х годах, в 10-х годах такая универсализация, наверное, какой-то из-за интернета в большинстве своем было. В прошлом она тоже, конечно, присутствовала, просто связи были более такие длинные между друг другом. Да и на самом деле 1000 лет назад тоже такое присутствовало. Я был в Лувре, в одном из, у них 2 здания, в Абу-Даби как раз-таки. И там представлены кружки из разных стран. То есть там Китай, Египет, вряд ли там был Египет, ну, в общем, 3 страны. И они прям очень похожи друг на друга. То есть это белая керамика, синие рисунки, как условный Экжель, условный, ну, в Китае тоже такая была, еще в голубой в Голландии тоже был такой дельфский блу. То есть технически они выполнены плюс-минус одинаково. Даже какие-то универсальные повторяющиеся элементы, там есть там круги, грубо говоря, квадраты и так далее. Но какие-то детали, там сюжетные или культурные, вот отличаются, вот какие-то такие паттерны появляются. Спасибо за это наблюдение. А вот что касается прогулок по Бишкеку, например, бросилось ли вам в глаза или вызвало ли какие-то эмоции сочетание народных узоров? Вот мы часто здесь видим такое, ну, не часто встретишь в российском пространстве, в русском пространстве. Здесь есть действительно народные узоры, вот национальные кыргызские, которые и на зданиях присутствуют, и на урнах в виде креплений, и как другие элементы архитектурные. И при этом, то есть чтятся традиции, и при этом довольно большое количество современных зданий, и довольно во многих местах мы видим электрокары, то есть экотехнологии есть. Вот этот вот контраст исторический вызвал ли какие-то эмоции, показался ли интересным, или были какие-то другие наблюдения, которые вы, например, просто прогуливаясь по городу, для себя забирали и могли бы, допустим, с нами поделиться? Ну, мне нравится, что в этом есть какая-то свобода, то есть национальный узор на мусорке, это звучит странно, но мне кажется, что лучше, когда больше свободы в проявлениях, разных проявлениях. Сейчас. Мысль была одна в том, что в России вообще как-то это стерлось вот с советским периодом, какие-то национальные узоры, всякое такое. То есть, может быть, где-то там осталось в каких-то деревнях, но в основном, да даже они изменились. Есть один фильм, называется, не помню, как он называется, но «История большой подмены», про русскую культуру, возможно. Русская культура, история большой подмены. И там рассказывается о том, что вот все вот эти вот национальные костюмы, какие-то узоры, они вот практически никак не связаны с реальностью, потому что они адаптированы, видоизменены, вот, по-моему, в период Советского Союза. Но мне больше всего понравилось, как эти элементы встроены в архитектуру, то есть и геометрические, ну, более простые, и какие-то более витиеватые. То есть это не делает не универсальным, как раз-таки, как было, но при этом универсальным с точки зрения того, как это сделано, но добавляет, ну, не колорита, но чего-то, каких-то самости какой-то. Вот. Очень интересно. Говоря про самость, можете ли отметить самость в разговоре, например, да, вот, когда мы общаемся с местным населением, вот, что, на ваш взгляд, и было ли что-то такое, что выкристаллизовалось именно в нашем восприятии, как вот они такие? Вот для примера, я, например, приведу, да, что для меня очень было приятной неожиданностью, как обращаются с детьми и вообще какой институт здесь детства. Здесь, конечно, много молодежи тоже, и гости, и коллеги часто отмечают, что, по-моему, если я не ошибаюсь, до 25%. Это огромный пласт, и институт детства здесь очень развит, детей не ругают практически, что бы они ни делали. То есть нет такого жесткого
жесткого, зачастую, к сожалению, как у нас на российском пространстве бывает, травмирующего воспитания. И как-то, возможно, сейчас стали чтиться личные границы, в смысле соблюдаться личные границы детей, да, то есть какие-то спокойные. Вот. Я бы отметила такую черту, что кыргызы, как народ, очень спокойные, неспешные и дружелюбные. Вот как-то так. Но это прям в общих чертах, да. А вот если мы, например, проговорим, вспомним диалоги, или если мы вспомним какие-то ситуации, вот именно иллюстрация какая-нибудь, да? Ну, обращение на «вы», наверное, такое самое очевидное, что совсем другое отношение, в принципе, к слову «вы». Возможно, это еще и моя история, потому что для меня «вы» — это какое-то большое количество людей. Вот, как-то в большинстве своем, я не помню, чтобы я свою бабушку называл на «вы», своих родителей называл на «вы. Здесь, как я понимаю, это постоянная история, регулярная. Да, вот как раз было интервью предыдущее с гостьей, и она как раз отмечала то, что ее предки живут здесь уже больше 100 лет, как мы поняли, и как раз она называла своих бабушек и дедушек бабуля и дедуля и на «ты». И, в общем, для кыргызских детей, которые вместе с ней в детском саду воспитывались, это было странно. Вот, это действительно интересно. Что касается примера вот такой народной самости, я бы, наверное, одну иллюстрацию привела, я вспомнила. Значит, когда, допустим, ты приходишь, это удивительно, и мне почему-то это, как-то я сначала это восприняла как личную заботу. То есть я как-то даже, мне даже стало так приятно, неожиданно, что ого, а действительно вот ко мне можно так относиться, да? Вот в нескольких местах, где я была, действительно я почувствовала вот заботу о том, что я прихожу с дороги, и я прихожу запыхавшись. И мне говорят, что, в общем, отдохни, там, налей себе чайку, успокойся, переведи дух, и, может быть, это влияние кочевнической культуры. Когда люди после долгих перегонов, да, после долгого дня в дороге, уже уставшие, приходили в лагерь, и там уже действительно их встречали или родственники, или соседние, или соседи с гостеприимством. Может быть, это просто такая черта. Ну, очень интересно, по крайней мере, вот такое отношение все время пронизано заботой, да? Как будто... Я даже не знаю, что сказать на это. Чувствуется, как будто бы да. То есть у меня есть какое-то такое, что-то непонятное, как будто там есть что-то... Сейчас. Я помню, у меня была история, когда... это не то, что какая-то история, просто момент. Я только приехал, мой, по-моему, первый поход в магазин. Я вот на кассе стою, собираю продукты в привычной для себя манере. Вот так вот все скидываю, чтобы другим после меня не пришлось ждать. А кассирша на меня смотрит и такой говорит: пожалуйста, успокойтесь. Вот. Да, это интересно. И мы завершаем наше интервью. Спасибо большое. Очень много интересных наблюдений, которые перекликаются с наблюдениями наших гостей, но есть и уникальные. И говоря про уникальность, здесь, наверное, хотелось бы закончить следующим вопросом наше интервью. Что, как вы, как личность, да, вы как творческий человек, посоветуете людям, которые бы хотели приехать, может быть, пожить здесь, может быть, поизучать кыргызскую культуру. Вот что, наверное, самого позитивного, полезного и доброго можно было вынести для себя за вот этот период, пока вы здесь? Что позитивного, Полезного, доброго, да. полезного от процесса?
Ну, вот здесь вот могут быть, например, какие-то, сейчас вам скажу. Ну, действительно, да, то есть какие-то моменты, когда здесь люди решают так вот конфликты спокойно, да, когда они, например, когда вот то, что молодежи много, они как бы все здесь очень повестка ЗОЖ, вот здоровье, спорт поддерживается. Кстати, здесь же нет кофе, практически нет. Тоже интересно. В том плане, что в смысле кофе продается, но не развито, в смысле нет Старбакса, и поэтому культура кофе, она развита относительно, ну, она развита не так. Почему? Это не мое наблюдение, это наблюдение моего коллеги, который здесь популяризует вот культуру кофе, и он говорит, что нам же В не... целом чай предпочитают, это правда. Но мне кажется, эта история, в принципе, кочевническая. Ну, в принципе, даже в Турции, тюрки там, тюрки тут. И там тоже чай в большей степени развит. Но это, мне кажется, потому что, в принципе, кофе не было долгое время. Да. Вы ходили, когда жили, например, в Москве, ходили в Макдональдс, Бургер Кинг? Здесь этого нет. Да, ходил. Здесь нет, только KFC. И как вам это? Все равно? В KFC или что? Нет, в смысле, как вам то, что здесь нету таких... То есть здесь остальная еда лучше, чем Макдональдс и Бургер Кинг. Совершенно справедливо, я согласна. Я согласна. Что посоветуете тем, кто приезжает сюда, посмотреть, послушать, вынести для себя? Ну, однозначно, если вы не были возле воды и гор одновременно, это очень интересно. Первое. Это именно опыт интересный. Научиться, это просто это индивидуальная история. То есть сложно понять, что конкретному человеку даст пребывание тут, но вот если у вас есть какие-то проблемы вот с обществом, я даже не знаю, как это сказать, ну, я не знаю, побаивайтесь людей. Интроверт. Да, какие-нибудь такие истории, ну, да, это намного проще будет. Да, спасибо большое. И на этой ноте мы заканчиваем такое интересное многогранное интервью с Валентином сегодня. Мы желаем вам, друзья, тоже по возможности приехать, и если вы уже здесь, посмотреть достопримечательности, что-то вынести для себя из культуры. И спасибо за творческое освещение и за освещение практик вашей адаптации. До новых встреч! Спасибо.